Всем добрый день, я Наташа Комиссарова и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я покажу вам свои готовые работы за весну. Их немного, но много было переделок, я о них тоже вам расскажу. Как всегда, вся информация о петлях, о пряже будет вот здесь вот. Так что, если вас это интересует, то, пожалуйста, смотрите. И, в принципе, думаю, по этой информации можно связать какое-то изделие. Итак, давайте начнем. Первая моя переделка – это были две шапки. Шапка Яну и шапка, не знаю, моя общая с мужем, наверное. Как я говорила, проблема была в том, что шапка была короткая, стала короткая, и она подскакивала. Я надвязала вот такой вот кусок, наверное, еще, и перезакрыла петли. Если раньше у меня было... Взяла? Да, взяла. Вот такая у меня шапочка. Еще не переделана. Видите, тут острое закрытие, острая макушка. 4 клина и закрытие в каждом втором ряду. Но для ребенка это не очень хорошо, потому что шапка подскакивает. То есть ему нужна более округлая макушка. Что я и сделала. Здесь я закрывала все в каждом ряду. И она очень хорошо сидит теперь. Она не подскакивает, уши не открываются. Так что все хорошо. Но она, конечно, маленькая сейчас выглядит, но она очень растягучая. Мне кажется, что она уже будет Яну или впритык, или мала этой осенью. Я хотела к ней связать еще шарфик или снуд, но, по-моему, смысла нету, потому что скоро очень он уже из нее вырастет. Вот такой вот этот цвет, который у вас сейчас передается, он такой и есть. И вторая шапка, я переделала ее точно так же. Это шапка мужу. Он наотрез отказывается ходить в шапках. Поэтому я решила ее приспособить для себя. Обе шапки связаны из мериноса Камарозы Яку. Я рассказывала об этих шапках, думаю, что несколько видео даже есть по этим шапкам. И точно так же я сделала макушку не острую, потому что, когда я надевала эту шапку, у меня 56 сантиметров, у него 60 обхват головы. Я ее когда надевала, она мне просто сползала на глаза, она была очень тяжелая. Здесь 3 мотка и еще, наверное, грамм, не знаю, 10 или 15. Я в этом случае убрала вот такой вот кусок и перезакрыла макушку. И она теперь очень даже неплохо выглядит. Я ее могу носить, она не слишком большая для меня. Могла бы быть, конечно, более такая, как это сказать, стягивающая, но в принципе носить можно. Моя кушка теперь не острая и, по-моему, очень даже неплохо. Но я убираю волосы, я не ношу с волосами. Волосы в шапку всегда закладываю, поэтому мне чуть-чуть здесь макушка нужна. Так что не хочет он, буду я. Мне как раз шапка нужна, мне всегда холодно. И эту шапку, думаю, что буду переделывать тоже. Она будет уже для Яна или на осень, или на следующую весну. Еще быстренько вам расскажу. У меня был такой набор. Вот. Из хлопка связан. Хлопок тоже Камарозе, Пима Бумолт. Это хлопок Пима, самый такой считается мягкий, самого высокого качества. Мне он понравился. Я перевязывала снуд, потому что, как я говорила, снуд я сделала слишком широкий. Я его сделала на больше петель, чем саму шапочку. И это была моя ошибка. Снуды все-таки надо делать на то же количество петель, что шапка, или даже меньше. Иначе он будет просто отставать. И для ребенка он, в принципе, для взрослого никакого смысла не имеет, потому что и так все горло, вся шея открыта. Еще что я сделала тут вот такой вот клин. Не помню, это были прибавки или убавки, сейчас посмотрю. Убавки, наверное. Я набрала больше, а потом убавляла до нужного количества петель. И вот эта вот такая конструкция, она очень удобная, потому что она хоть чуть-чуть вот здесь вот идет как кокетка от свитера, да, хоть чуть-чуть здесь вот прикрывает дальше, а не собирается вся вот здесь. Сейчас длина хорошая. Как ни странно, я несколько раз стирала эту пряжу, стирала руками, и ничего не происходило, она была мягенькая, все параметры сохранялись, но я в этот раз решила бросить это в стиральную машину на 40 градусов, и оно очень вытянулось.
я осталась очень довольна, потому что как раз это мне и надо было. Снуд теперь довольно высокий, он прекрасно ложится. Шапочка тоже стала повыше, она теперь не впритык, и думаю, что этой осенью мы как раз это все будем носить, может даже еще и на весну останется. Еще одна шапочка. Вообще-то это не шапочка, ну она выглядит, конечно, как шапочка. Да, это шапочка, но это в принципе образец. Я вязала вот такой вот образец. У меня есть бобинный меринос. Он такой, который не тягучий, как он называется, картный, да, наверное. Я хотела подобрать нужное количество петель, нужное количество нитей. Здесь у меня связано в 4 нити образец. Но, знаете, это образец как бы такой, чисто посмотреть, плотность ли хорошая. Проблема бобинной пряжи всегда, что она очень закручивается на косит. И я, когда вот вязала этот образец, несмотря на то, что я вязала обратно поворотными рядами, мне все равно показалось, что он косит. То есть на таком, конечно, образце, ну, чуть-чуть видно, да, что оно косит полотно, но не особо. Ввиду того, что я собираюсь вязать большой свитер для себя, мне нужно было знать, насколько эта пряжа косит, сколько мне нужно нитей взять, чтобы это было более-менее теплое полотно. И я решила связать шапочку, потому что все равно образец пришлось бы большой вязать. Чего пряжей пропадать, чего усилием пропадать, лучше связать шапочку по кругу, все хорошо видно, все понятно. Я взяла 5 нитей. Не знаю, какой метраж у меня этого мериноса, без понятия. Просто меринос. И полотно косила в процессе того, как я вязала. Я видела, что оно косит. Оно, в принципе, и сейчас косит. Оно вот точно так же и косило, когда я вязала. Не знаю, видна эта косина на... видите, даже ниточку не заправила. Видна ли на экране или нет. Но когда я его постирала, оно пошло просто вообще в кость. То есть оно настолько косило, что я даже не могла его выровнять, это полотно. И я поняла, что надо все-таки как-то что-то делать с этой ниткой, потому что невозможно вязать из этого свитер. То есть или мне надо вязать с каким-то узором обратно поворотными рядами, или мне надо вязать, не знаю, надо раскручивать нитку. Ввиду того, что узоры, мне, честно говоря, устала очень от узоров в последнее время. Я очень много навязала свитеров с узорами. Как-то очень хочется вязать просто лицевой гладью. Голова особо летом не думает, поэтому я хочу это связать лицевой гладью. Такой обыкновенный базовый свитер. И я решила раскрутить нитку. Сейчас покажу. Я нитку раскручиваю по такому же принципу, как и я раскручивала нитку от Drops Paris и Drops Bomolin, по-моему, я говорила вам. Мне надо сначала было ее раскрутить, то есть поделить на в одном случае 3, а в втором 2 ниточки. Ну и потом надо закрутить пряжу обратно, потому что иначе она будет косить. То есть, если вы посмотрите, вот у меня, я вот потихонечку все это раскручиваю. Вот у меня 2 мотка, я перекручиваю вот эту вот. Если вы возьмете ниточку, вот так вот, да, то есть видно, что она закручивается. И если она так закручивается, она будет косить в полотне. Не знаю, в какую сторону, по-разному, но закручиваться она, в смысле косить очень сильно будет. Поэтому что я делаю? У меня здесь вот резиночка. Не знаю, видна она или нет. Где-то у меня резиночка, вот здесь вот. Чтобы она не разбалтывалась. Я беру... Это, конечно, такой муторный довольно процесс. То есть беру, вот так вот делаете, и она не косит. И в данном случае можно тогда уже будет вязать. Я никогда так не делала с бобинной пряжей. Знаю, что, например, с моточной пряжей это проходит. У меня никогда полотно не косило, когда я так делала. Скажу вам уже в следующем видео, когда я уже начну это вязать, и будет видно хоть какой результат. Но надеюсь все-таки, что это поможет, что можно будет что-то вменяемое связать с этого. Так, что еще? Еще я делала плед, я его наконец-то завершила. Я его не буду уже сюда нести, я вам просто фотографию вставлю. Я его отдала уже Яну, я постирала. Кончики, конечно, все не заправила, потому что их там вообще миллион. Мне очень понравилось, как выглядит полотно после стирки. Оно очень выровнялось, оно стало таким однородным, оно, к моему удивлению, не сильно поменялось в параметрах, то есть в длину оно даже чуть вытянулось, уменьшилось в ширину.
Не намного. У меня параметры этого пледа или коврика было, по-моему, 150 на 105. Сейчас после стирки оно стало 155 или 157 на 103 где-то. То есть не особо поменялись, ну так, заметно на таком полотне, не особо поменялись параметры, но очень красиво это выглядит. Единственное, я думаю, что сделать с концами, потому что концы очень закручиваются, и думаю, чтобы обвязать это все еще крючком таким обыкновенным, потому что я все это вязала из хлопка, как я говорила. Я уже много раз говорила об этом пледе, не буду уже повторяться. Это был Drops Loves You 9, очень много мотков, и вязала это низким крючком. А если это делать обыкновенным крючком, просто столбиками без накида, такой обработкой, то думаю, что закручиваться не будет. Надо только проверить, есть ли у меня еще пряжа этого цвета, серого. Потому что, чтобы положить это на пол, все-таки надо, чтобы оно было гладкое, так, ровное, и не закручивалось, чтобы об это не спотыкаться. Но я сказала, что это пока будет плед, это лежит на кровати, окей, пусть будет, я не против. Так, следующее изделие – это свитер. Вот такой вот свитер. Тоже много раз его показывала, долго я его вязала. Честно говоря, я вязала, мне как-то душа не лежала к этому свитеру, потому что, во-первых, очень много ниточек, они все переплетаются, и все надо раскручивать постоянно. Это такой был процесс, знаете, для извязывания остатков пряжи. Тут все хлопок, весь хлопок, сколько, вот это вот был Farmer's Yarn, у меня было этих 5 мотков, у меня ушло 1,5. Белая это от Hobbii, ну это не белая, это серенькая такая. От Hobbii хлопок Rainbow Cotton 8х4, 170 на 50 грамм. Это вот это и это, вот эти два цвета, это Drops Loves You 7. Тот же самый метраж, 170 на 50 метров. На 50 грамм, 170 метров на 50 грамм. То есть, в принципе, много пряжи, но эффект такой же. Они все хорошо между собой сочетаются. И я как бы добилась цели, я извязала свои остатки. Единственное, что вот это вот красненькое, розовое мне чуть-чуть еще осталось. Это тоже был остаток. Тут я связала вообще в ноль вот это вот фуксии цвет. Потому что, когда мне закончился серый моток, я уже не хотела третий начинать. И вот извязала это до конца. Он сейчас впритык, но я его еще не стирала. Вы его видите в таком виде, не постиранном. И я еще, когда его вязала, тоже сомневалась, будет ли он для мальчика подходить. Но он такой свеженький, такой хорошо очень выглядит, мне нравится, можете посмотреть, я вам ставлю на фотографиях. Выглядит хорошо. Единственное, что, как я сказала, он впритык, может еще этой осенью мы его поносим. Подозреваю, что на весну он уже будет слишком короткий. То есть рукава впритык, и вот здесь вот уже так, совсем тоже впритык. Но надо было закончить, и закончила. Еще я вам покажу горловину, как я вам жаловалась, если помните, что тут надо было присоединять нити при развороте. Все хорошо выглядит, все прекрасно, ничего не видно. Изнанку я могу показать, но вот. Как это так показать? Вот так. О, видите, тут не сильно это все видно. На изнанке тоже все очень аккуратненько прошло. Здесь я как бы может, не очень аккуратно это выглядит, но я прикотлевывала это, как бы загиб делала иглой. Можно было бы сделать более аккуратно это крючком, но если бы я это сделала крючком, то у ребенка были бы проблемы, чтобы сюда просунуть голову. А вот такая вот горловина таким, когда вы просто иголкой просто петли соединяете, она, получается, очень растягивается. Так? И для детей это очень хорошо. Для взрослых, подозреваю, не очень было бы хорошо, потому что все-таки у взрослых надо, чтобы она была, эта горловина, более стабильная. А для детей в самый раз. Так, что еще вам показать? Покажу вам еще один, скажем, футболку, назовем это так. Это вот такая футболка из льна, из бобинного льна. У меня было вот такой вот, у меня были 2 бобинки, в общей сложности было 600 чем-то грамм. Цвет очень хорошо передается, это вот именно такой вот нежно-голубой цвет. И у меня осталось еще где-то больше даже 300, потому что на свитер у меня ушло 273, наверное, даже, скажем, 280. То есть еще на один свитер у меня такое осталось. Или футболку, я не знаю, могу это футболка назвать или нет.
Тут 50% хлопок, 50% лен, но, как я сказала, это, скорее всего, все-таки лен. По-моему, ну, у меня написан метраж 1 на 39. Если это кому-то что-то говорит, мне это особо ничего не говорит. Я вязала это в 8 нитей. Вязала крючком, вязала на спицах 2,5. Тот свитер я вязала на спицах 3. И мне, в принципе, нравится очень эффект. Она неплохо смотрится, она такая свободная, но что бы я теперь сделала? Во-первых, у меня вышел очень длинный рукав. Я специально вязала такой рукав, потому что я знаю, что лен садится, и особенно если в лен добавляют хлопок, то он еще больше садится. А в лен довольно часто добавляют хлопок для стабильности. Как бы это странно не выглядело, не звучало. Я была уверена, что хлопок всегда добавляют в лен для мягкости, но нет. Лен довольно такое текучее и пластичное полотно, и хлопок туда добавляют именно для того, чтобы оно не было такое растекающееся, а чтобы оно было более стабильным. Но в любом случае лен имеет свойство так разбухать со стирками и садиться. Поэтому я вязала довольно так, не то что рыхло, но не слишком плотно. И связала его длиннее, особенно рукава, длиннее, чем надо. Я не сказала, что это полотно уже и это изделие закончено, потому что, во-первых, у меня претензии к рукавам, они слишком длинные, это неудобно. И я или их уменьшу через несколько стирок, или как-то сделаю просто подгиб, чтобы это было аккуратнее. Потому что сейчас я обработки вообще никакой не делала. И у меня претензия есть еще к горловине. А к горловине, если вы посмотрите, я тоже обработки не делала, и тут не знаю, видно или нет. Вот здесь вот ниточка есть. Ниточка это есть, она из-за этого чуть-чуть, видите, так вот, фалдит. Ниточку я сделала потому, что когда я закончила все вязать, я надеваю его, она мне расплывается, эта горловина. Я, когда закончила делать обратно поворотные ряды, когда вывязывала росток, я просто провязала еще несколько рядов, чтобы она так вот закручивалась, и так оставила. Но нет, так нельзя, наверное, делать в данном случае, по крайней мере, с этой пряжей. Она очень растекается, и пока, чтобы посмотреть, насколько мне удобно будет, я вставила вот эту ниточку. Потом думаю, что я или обвяжу это айкордом, или обработаю как-то еще крючком, или еще что-то сделаю, потому что так мне не очень нравится, как это выглядит, а без этой ниточки это тоже не функционально абсолютно. Было бы вообще неплохо перевязать это, потому что мне кажется, что все-таки можно было бы сделать ее вот здесь чуть-чуть. То есть, если бы я сделала больше петель разворота, я сделала 12, но думаю, что можно смело делать и 16, и может даже 20. Она была бы более такая округлая, и менее вот здесь вот осталось бы. Больше убавок просто было бы. Но тоже у меня, не знаю, чуть боюсь перевязывать, потому что на этом полотне, на хлопке, на льне это может быть видно. То есть шерсть, она, в принципе, более пластичная такая, она пушистая, она все скроет. А на хлопке и на льне это может быть видно, все перевязы. Поэтому чуть-чуть боюсь вообще это трогать. Но еще буду думать, что делать с горловиной, еще посмотрю. И, в принципе, это все, что я сделала за весну. Покажу вам, в 2 слова скажу, что я собираюсь делать летом. А летом я собираюсь заканчивать мамину безрукавку и заканчивать ее как можно быстрее, потому что это шерсть, она теплая. Я даже когда вяжу, я чувствую, что она теплая, она меня кусает, и надо как-то еще что-то подкладывать, чтобы она меня не кусала. Ой, бежала или не бежала? Не бежала. Нет, не бежала. Вот на таком этапе я сейчас нахожусь. Как засветилась сразу. А так, вот такой-то цвет. Такой насыщенный бордовый. Я решила делать, видите, вертикальные полосы, чтобы чуть-чуть удлинить силуэт. Это будет на размер, думаю, даже XL, наверное. И мне кажется, лучше выглядело бы, когда силуэт на таком размере удлинен. Я такие полосы сделала, и посмотрим, как это будет выглядеть. И хотела бы это сейчас довязать, потому что летом я это просто не смогу вязать, она очень теплая. Еще один процесс, который я начала вот из такой бобинной пряжи, это хлопок бобинный, очень тоненький. Тут у меня ничего не написано какой-то, но очень тоненький, я вяжу его в 10 нитей. Вот что у меня получается, я перемотала в моток, но опять же у меня проблемы с ним.
Вот такое, если видно будет. Оно очень ровненькое, оно очень такое, очень хорошо петли ложатся, наверное, за счет того, что, не знаю, будет видно или нет, наверное, за счет того, что пряжа гладкая, и все вот эти вот неровности, они могут переходить между петлями, так, и разглаживаться. Но, знаете, у меня такая проблема с этим изделием. Я, когда вяжу что-то из бобинной пряжи, я всегда стараюсь сразу же по ходу дела это стирать и смотреть, как это выглядит. Я постирала вот этот кусочек, высушила его, и он у меня был в пятнах. Во-первых, я когда стирала, выходила какая-то желтая вода, причем цвет этой воды был темнее, чем сам цвет пряжи. Я не знаю, в чем дело и вообще что-то такое было. Но после того, как он высох, первый раз, когда стирала, эти пятна остались на полотне. И я думала, может, я просто плохо как-то это все выстирала, выполоскала, еще раз постирала. Вот вчера постирала, но сегодня я смотрю, что все равно эти пятна в некоторых местах, старые ушли, новые появились. И я, честно говоря, не очень понимаю, в чем вообще дело, и как это стирать, и вообще стоит ли дальше вязать, потому что если я это не смогу нормально выстирать, если у меня это все будет в пятнах, то, чего мучиться, потому что я это тоже на 2,5 вяжу. Тоненькая довольно ниточка, и вот не знаю, что делать. Попробую, наверное, еще раз постирать и посмотреть. Но не знаю. Я с таким впервые сталкиваюсь и, честно говоря, еще не нашла ответа на этот вопрос. О том, как это будет продвигаться и что с этим будет дальше, я вам буду показывать в видео. Думаю, что в июле выпущу о процессах лета. Спасибо вам, спасибо за просмотр, особенно тем, кто дошли до этого момента. И до новых встреч!